Ну что, добро пожаловать в наш новый дом в Германии. Меня зовут Валентина, всем привет на YouTube-канале. И сейчас будет серия роликов про ремонт дома, про покупку, про ипотеку. Про покупку дома, кстати, уже первое видео вышло, так что можете переходить на канал и смотреть. Добавлю еще в описании, так что переходите по ссылке. И добро пожаловать! Я скажу сразу, что этот дом абсолютно не жилой, в нем какое-то время вообще не жили люди, там нет ни мебели, ничего. И мы будем капитальностью полностью делать ремонт во всем доме, менять полы, отопление. В общем, все будет в процессе. Сейчас я покажу, как этот дом выглядит до всех работ и расскажу, какие работы будут проводиться, какие идеи у меня уже есть. Ну, так что проходим. Зайдя в дом, мы попадаем сразу же в очень узкий коридорчик, такой прям размером с дверь, то есть дверь входная 100 сантиметров в ширину, и здесь, скорее всего, вот этот проход, он 100 с копейками, то есть всего метр ширина этого коридора, он очень узкий, и в конце этого коридора находится гостевой туалет. Это очень практично, удобно, пока здесь оставим как есть, там есть раковина небольшая. Сам туалет, все это функционирует, я все это намыла, начистила, и пока будет проходить ремонт, будем пользоваться. Так, этой частью я хочу заниматься в самом конце. Еще здесь, что есть в этом коридоре. Это обратная сторона этого коридора, по правую руку от меня. Здесь есть окошко небольшое, это очень хорошо, естественный свет, всегда здорово, можно проветривать. В туалете, к сожалению, нету окошка, но ничего страшного. И входная дверь. На самом деле, входная дверь мне абсолютно не нравится, мы ее будем полностью менять. Это самая простая, дешевая дверь. Она, если такая, пластиком отделана, в общем, выглядит, или какими-то деревянными панелями прессованными. В общем, выглядит она очень симпатично. Плюс эта дверь просевшая, у нее здесь щель достаточно большая, и когда ее открываешь, она шаркает по низу. В общем, я хочу здесь поставить более узкую дверь, хорошую, которая будет сберегать тепло из дома, и будет выглядеть получше. Но это все, конечно же, впоследствии. Пойдемте дальше, покажу, что да как. Из нашей прихожей коридора маленького мы попадаем сразу же в гостиную. В доме небольшое эхо или большое, не знаю, как слышится на камере, так как здесь никакой нету мебели, принесли только мы какую-то свою небольшую садовую пару стульев. Это, знаете, проходная комната, она будет выполнять функцию гостиной, она всего 16 квадратных метров, достаточно маленькая, за моей спиной дверь еще в одну комнату, которая в будущем будет кабинетом. По левую руку большой проем, и этот проем выходит в кухню, коридор, и там окна в сад. Вот этот самый проем на кухню с окнами в сад. Здесь такая, в общем, стена с проемом огромным. Я хочу здесь выстроить шкафы. Я посмотрю в Икее, либо же закажу разрезы, распилы, сама построю план, сделаю распилы и возведу здесь вот такой, в общем, шкаф во всю эту стену. Мне кажется, будет очень классно смотреться такой необычный портал, так как дом не очень большой и не так много мест прямо вот капитального хранения, и я просто фанат таких больших шкафов книжных, всегда мечтала о своей личной библиотеке, и может мечта сейчас наконец-то у меня исполнится в своем доме, но, конечно же, все это в будущем. Пока что все это выглядит не очень, здесь кривущие полы, на полу лежит плитка старая, как будто бы, не знаю, уличная такая, в виде камешков с узором каменным. Все это будет, конечно же, меняться, сноситься. Пойдемте тогда в следующую комнатку, она 12 квадратов, заявлена как спальня, но, скорее всего, мы ее сделаем кабинетом нашим. Вот такая комнатка, ничего особенного. С этой стороны есть окошечко. Вот входная дверь, окошечко, и в принципе ничего здесь больше нету, батарея. Такая вот комнатка на 12 квадратов. Здесь будет, скорее всего, рабочий кабинет мужа. Возможно, поставим тахту, типа сделаем, как небольшая гостевая комната будет. И вот такая, в общем, маленькая. Здесь тоже на полу лежит эта странная плитка в виде с рисунком камешков, которая мне не очень нравится. Еще по всему дому немного плывет пол. Ну, кстати, такой я встречаю почему-то часто здесь в Германии. Видимо, может, так сами укладывали хозяева, либо что, но часто бывает плывет пол, такой волной идет. Пойдемте дальше смотреть. Из гостиной мы попадаем в кухню, коридор. Здесь самое классное в этом месте — это вот эти окна с видом в сад. Тут стоит мусорный бак, но он потом уйдет отсюда, так что ничего такого. И стоит стол. Кстати, стол мне этот нравится, но я его хочу укоротить, уменьшить немножко, потому что по правую руку от меня будет находиться кухня. И, в принципе, знаете, как классно так вот завтракаешь здесь. Садишься, так завтракаешь с видом в сад.
Ну не шикарно ли? Мне кажется, очень и очень круто. Сейчас покажу место под кухню. Вот здесь за моей спиной будет находиться кухня. Здесь она, скорее всего, была сделана такой П-образной, но если поставить шкафы по двум сторонам 60 сантиметров, то по центру останется тоже всего 60 сантиметров. И это не эргономично. Я буду делать здесь Г-образную кухню. Скорее всего, по этой стороне будет у меня основная часть длинная, и вот сюда она будет так вот загибаться в эту сторону. Здесь наверху будут до вот этого изгиба. Так, здесь очень высокий потолок, выше, чем в других помещениях. То здесь будут высокие шкафы до этого изгиба висеть. Я думаю, это 100 сантиметров точно шкафы будут. Поменяем, конечно же, фартук, все это собьется. Здесь будет место для готовки, а здесь вывод под воду, и логичнее, чтобы не переносить этот вывод под воду, чтобы сократить себе количество работы, здесь будет мойка и посудомоечная машина. Тем более здесь выведены розетки внизу, что тоже удобно для посудомойки, самое то. А здесь я уберу все вот это, сделаем что-нибудь красивое, возможно, какие-то крючочки, полочки на стенке, но никакого большого тут встроенного там, шкафа, еще чего такого здесь не будет. Оставим здесь только вот этот обеденный стол, немножко его подрезав. И где же встанет холодильник? А холодильник встанет с обратной стороны. Мне очень хотелось всегда, знаете, такие высокие шкафы, где будет духовка, микроволновка, в общем, такая колонна. Так вот, эта колонна встанет вот здесь вот. Здесь оптимальное место, я считаю, поставить большой холодильник двухдверный и колонну с духовкой и микроволновкой сюда вынести. Так, здесь достаточно большой угол, и будет такая как бы комната, где готовить. Плюс, если получится, я хотела бы сюда еще добавить небольшой шкаф для хранения тряпок, всего такого, ну, бытовой какой-то, каких-то бытовых вещей. Швабр, ведер и всего такого. Тем более высота позволяет, шкафы будут высотой, наверное, 2,40. Ну, прям такие капитальные. Я хочу здесь установить. Ну и в целом, в принципе, комфортно. Вот здесь вот выход из гостиной, здесь кухня, обеденная зона, и дальше уже мы проходим в жилую часть. Здесь она перегорожена такой дверью. Пойдемте смотреть, что же там в жилой части. Это все еще идет продолжение коридора, где она будет находиться кухня. Это его вторая часть. По правую руку от меня такая перегородка. И внизу находится лестница в подвал. Подвал очень маленький. Такая скатная крыша там. И в этом подвале раньше хранили уголь, так как этот дом раньше отапливался углем. Соответственно, помещение чисто для хранения угля очень маленькое. И лестница внутрь тоже очень узенькая. Здесь совсем небольшой проход. Мне нравится, когда здесь идешь по коридору, здесь все освещается. И вот такие виды в наш садик. Конечно, самое классное во всем этом доме — это садик. Но во двор мы пойдем чуть попозже. Сейчас мы закончим сначала с домом. Давайте быстренько про лестницу еще расскажу. Здесь стоит очень плохая лестница. Лестницу я буду менять. И хочу нанять инженера-строителя либо архитектора для того, чтобы они рассчитали возможность расширить проем для лестницы наверху. Так, я хочу поменять и сделать здесь полноценную, нормальную, удобную лестницу. Прикреплю картинки, как она должна выглядеть в моей голове в идеале. Я вот с Пинтереста нашла. Буду нанимать фирму, конечно же, все это не сразу, но лестницу менять однозначно. Так, эта лестница, она абсолютно неудобная, и здесь я вот с трудом прохожу. Очень крутая, просто по ширине моих плеч, наверное, лестница. Очень-очень неудобная. И здесь еще очень-очень странно сделано, так как на плане архитектора изначально, который нам предоставили, вход в ванную должен был быть вот здесь вот, на этой стене, но почему-то хозяева сделали вход в ванну под лестницей, что абсолютно нелогично. То есть, чтобы попасть в ванну на первом этаже, нужно здесь все вот так вот обойти, коридорчик пройти и попасть в ванну. Как по мне, это очень-очень странное решение. Давайте перед ванной я покажу вам сначала, что же находится здесь слева. И это большая комната, мне кажется, она порядка 20 квадратов. Узкая, вытянутая такая вагончиком идет, и у нее еще неровные стены. Также есть вот эта арка, по той причине, что вот эта вот несущая стена, как я понимаю, там встроена, и возведены такие коробы еще вокруг этой несущей стены. Плюс вот здесь вот проходят коммуникации. Там проходит канализационная труба, подвод газа, все идет вот в этом коробе встроено. Мы когда заезжали, тут они это заделывали, ремонтировали, вот, и пока вот это будет, в
принципе, здесь тоже можно очень классно как-нибудь все это обыграть. Единственное, что комната темновато немножко, и здесь как бы только 2 окна, которые выходят в сад. И так как там сверху растет дерево, плюс елка, небольшой тенечек создается, сюда поступает не так много естественного света в эту комнату. Давайте быстренько покажу вам ванную. Что заходим в ванную. Ванная, конечно, так себе, подлежит ремонту. Здесь все будет меняться, переставляться. Но мне нравится, что в ванной есть окно. Это, конечно, всегда здорово. Опять пауки налезли, мы их только выгоняли, но ничего, когда обживемся. В этой ванной я еще ничего не трогала, еще не мыла ничего абсолютно. Но, в принципе, все это успеется. Здесь выход есть под стиралку, вывод. Это очень удобно. С левой стороны душевая кабина, раковина, туалет. Дверь я это буду переносить на место душевой, где сейчас душевая находится. Душевую полностью убирать, и здесь будет вход в ванную. По левую руку в этом углу я хочу сделать колонну, сушильно-стиральную машину поставить, возвести небольшую перегородку, тоже не широкую, из гипсокартона. И здесь уже сделать ванную полноценную. Сколько она встанет? Может 1,60 м, может 1,50 м. Какая ванна встанет, такую поставим. В принципе, на плане, который я сделала уже, планировщики, сюда может даже ванна 160 поместиться. Но будем смотреть уже все по факту, так как размеры могут чем-то потом отличаться. Так я буду заводить новую стену, еще будем лестницу менять. И я буду, скорее всего, здесь переделывать стену только с проектом лестницы уже готовым, чтобы понимать, будем ли мы здесь уменьшать потолок, увеличивать проем для того, чтобы лестница более комфортно выходила на 2-й этаж, либо же оставим как есть, и это будет полноценное такое помещение с ровными потолками, а не с кривыми. По этой стороне же все останется как есть, ванная, туалет, все это оставим, но, конечно же, поменяем на более приличное. Вот такие вот планы пока. И теперь мы идем на 2-й этаж. Поднимаюсь на 2-й этаж по шатающейся лестнице, вся шатается, трясется, мы ходим по ней только по одному, потому что вдвоем немножко страшно, вдруг не выдержит. И вот на 2-й этаж, здесь есть одно окошечко над входом, всего на 2-м этаже 4 окна в крышу вмонтированные. По правую руку от меня находится газовый котел. Он открытый, здесь ничем не замурован, никакой стеной, ни дверцей. По левую руку большое помещение, которое в будущем я хочу сделать спальней, такой основной нашей. А по правую сторону еще сделана отдельно ванная. Вообще 2-й этаж, он не узаконен на данный момент, и это нужно все делать. Я уже связалась со статиком, это инженер, либо архитектор, который будет рассчитывать нагрузку перекрытий 2-го этажа, и после того, как он даст свое добро, мы пойдем уже официально здесь все оформлять в государственные органы, чтобы легализовать здесь жизнь на 2-м этаже. Плюс это прибавит жилую площадь к нашему дому, так как по документам при покупке дома здесь всего 75 квадратов жилой площади, и весь 2-й этаж, 35 квадратов, он не считается жилым. Несмотря на то, что здесь бывшие хозяева сами сделали ванную комнату, что, конечно же, тоже незаконно. Здесь жить нельзя, можно только хранить какие-то вещи. Но многие так живут в Германии десятилетиями, никто ничего не узаконивает, и создаются проблемы только при продаже. То есть при продаже вот эти 35 квадратов, они не участвуют, их нельзя считать как жилая площадь, соответственно, стоимость дома очень-очень низкая. Поэтому, кстати, был плюс покупки этого дома, что он стоил достаточно дешево относительно цен в Германии, как бы в том регионе, где мы живем. Вот, но про цены я расскажу уже попозже. Давайте продолжим просмотр дома. Пойдемте смотреть. Кстати, может, слышно было, это прошел поезд, но вообще слышно очень-очень плохо, так как дом стоит прямо рядышком с железной дорогой, железнодорожной станцией. Ну что, вот на 2-м этаже. Здесь есть одна несущая колонна, которая идет внизу тоже, но она внизу монтирована в стену. Здесь прям посерединке находится. Потолки достаточно высокие, можете видеть, насколько далеко я могу пройти сюда и только потом упереться головой. Я рост 1,60 м. Здесь я хочу сделать большое хранение, гардеробную, спальню полноценную. В общем, будем все делать. Проекты я потихоньку рисую, что-то придумываю.
Ну и давайте пойдем посмотрим, что же здесь за ванна. На самом деле ванна мне нравится, она выглядит очень, так не знаю, как-то уютненько. Это ванна второго этажа, ее мы пока ремонтировать не будем, пока второй этаж не узаконен. По той причине, что я не хочу вкладывать деньги в то пространство, которое, возможно, мы не сможем в дальнейшем это как-то полноценно использовать. Пока оставим как есть. В принципе, есть положена плитка, не такая прям и ужасная, да, она где-то что-то отваливается, но можно купить затирку, затереть все это. Здесь, конечно же, это все покрасится. Есть какой-то странный серый цвет, не знаю, как будто бы извозюкали, но, как я понимаю, это специально бывшие хозяева так покрасили, но это очень странный цвет. Мне нравится эта ванна, как с картинки в Pinterest. Такая уютная ванна, идет сверху свет. Конечно, полноценно здесь мыться, наверное, будет сложно. В дальнейшем я хочу расширить это пространство, установить душевую кабину. Но пока как есть. Вот эта стена гипсокартонная, я хочу ее снести. Когда газовый котел уберут, сделать другое отопление. Здесь я хочу, конечно, сделать большую полноценную ванну. Душевую, душевая кабина, туалет немножко в отдалении за стенкой, чтобы при входе сразу его не было видно. В общем, все сделать по красоте здесь. Но пока будем жить, пользоваться так, в принципе, ничего страшного, тут такого и прям ужасного нету. Подмазать, подчистить, подкрасить, и можно пользоваться первое время, по крайней мере, первый год-полтора, пока мы здесь живем. Так как деньги на ремонт тоже нужно же откуда-то брать, зарабатывать, все сразу мы себе позволить сейчас не можем после покупки дома. Ну что, идемте с вами в сад, смотреть, что же здесь такого интересного у нас в саду. Из классного здесь во дворе уже есть такая вот площадка, выложенная камнем. Это очень практично, не нужно сейчас запариться, ее только почистить, привести в порядок. И здесь можно ставить садовую мебель, поставить козырек, маркизу, в общем, все необходимое и проводить здесь время уже во дворе. Что еще есть на нашем участке? За мной есть у нас высокая ель, мне очень нравятся хвойные, это здорово, она будет и зимой, и летом зеленой, и будет нас немножко скрывать участок от просматривания с той стороны, так и с той стороны железная дорога, и с платформы не будет видно, что происходит на участке. Помимо этого здесь еще несколько деревьев находится, даже 2 ели, плюс здесь достаточно большая вишня либо черешня, и дерево реально огромное, никогда не видела настолько огромной вишни. Смотря на вот этот сад, смотрите, какой огромный участок. Для Германии это большая редкость. Зачастую в Германии как выглядит участок? Такая небольшая вытянутая полоса, а по краям заборы соседей. И вы друг друга видите, слышите. А здесь у нас только по одну сторону соседи. И у них немножко участок смещен в сторону. Получается, где наш сад, стоит их дом. Вот. И окна у них сюда не выходят. Им не видно, что происходит у нас во дворе. Это соседи сейчас наводят порядок у себя на участке, поэтому шуршат немножко. С обратной стороны тоже у нас соседи есть, но их не видно. У них там подъездная дорожка проходит мимо нашего участка. И все это заросшее деревьями. На их участке есть 2 сосны, что мне тоже очень нравится. Хвойные, очищают воздух, я их обожаю. Так что здесь у нас практически нет никаких соседей, ни с кем пересекаться мы не будем, никаких конфликтов не будет, делай, что хочешь. И самое классное, почему мы взяли этот дом, он отдельно стоящий. На этом буду заканчивать рум-тур по нашему новому дому в Германии. Если вам было интересно, если интересно следить будет за ремонтом, как здесь все преобразится, сейчас вы посмотрели только до. И если вам интересно увидеть, как это выглядеть будет после, либо в процессе, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы больше людей увидело это видео, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уже новые видео из серии о ремонте дома. Поехал поезд. Насколько слышно, интересно, не знаю, соседи там у себя на участке шуршат, тут поезд едет, в общем, все шумит, гремит. Надеюсь, меня хорошо слышно. Вот, если какие-то вопросы по дому, пишите в комментариях, на все отвечу. Более подробную информацию о доме я, конечно же, еще выложу. Про ипотеку подробнее и про различные финансирования домов в Германии, какие есть программы от государства, от региона. Мы живем в регионе Норд-Рейн-Вестфалия, здесь есть всякие тоже плюшки на покупку дома, реновации, различные кредитования, субсидии, так что обо всем этом, конечно же, я расскажу. Так что оставайтесь и добро пожаловать на мой канал. До новых встреч!